Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня мы с вами поговорим о том, как нам привлекать деньги в дом. Куда нельзя ни в коем случае класть деньги, почему не стоит давать деньги в долг в темное время суток, а также дадим определенные советы и рекомендации, как привлечь изобилие и достаток в вашу жизнь. Обязательно досмотрите это видео до конца, для того, чтобы знать эти полезные и важные советы. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому эта информация будет полезна и важна. А также поделитесь этой информацией с тем, кого вы любите, кого вы цените и хотите, чтобы в их жизни всегда было изобилие и достаток. Знаете, в наши дни многие люди все равно продолжают верить в народные приметы, во всякие суеверия, традиции, которые нам остались от наших бабушек и дедушек. И тут ничего нет удивительного, потому что все народные сказания пришли к нам сквозь века. И что рациональное, что-то в них все же осталось. И народные советы, которые связаны с деньгами и богатством, очень важны для современного человека. И несмотря на то, что с религиозной точки зрения верить в народные приметы не особо важно, все-таки практика показывает, что применение вот тех советов, примет, традиций, которые передавались нам из поколения в поколение, являются все-таки эффективным способом привлечь в дом достаток. Для того, чтобы получить материальное благополучие, обязательно под скатерть положите несколько монет. Кроме того, в вашем кошельке всегда должны быть специальные талисманы. Лучше всего, если это будет талисман, например, в виде мышки. Если вы задумали поменять кошелек, то обязательно скажите следующие слова. Мышки, поселиться, деньгам заводиться. Наши предки верили, что если в семье каждый человек будет каждый день отламывать кусочек хлеба и съедать его солью, в доме обязательно всегда будет материальное благополучие. А если разрезать хлеб острыми предметами, денег в доме не будет. Позвать в дом материальное благополучие можно очень просто. В прихожей поставьте горшочек или тарелку с мелочью. И каждый день пополняйте ее. И в скором времени материальное состояние станет заметно лучше. Несколько монет обязательно должно лежать у вас в холодильнике или кладовке. То есть там, где вы храните свои продукты питания. И, например, убрав в доме, обязательно спрячьте несколько монет под входным ковриком. Но, обращаю ваше внимание, здесь есть маленький секрет. Положить их нужно лицом вверх. Также обращаем ваше внимание, что запрещено хранить в доме мелкие деньги в пластиковой таре, потому что это подтолкнет семью в бедность и нужду. Лучше для таких целей пользоваться стеклянными банками или бутылками. Не нужно открывать тару, пока она не наполнится. Также вы можете хранить мелкие деньги в мешковине. Наши предки именно так и делали. В древние времена считалось, что чем больше мешочков с мелочью в доме, тем богаче семейство. Нельзя ни в коем случае класть монету в копилку во время скандала. И вообще старайтесь во время скандала не думать о деньгах, не пересчитывать деньги в кошельке. И вообще, когда вы ругаетесь, когда вы с кем-то спорите, особенно с членами семьи, не вспоминайте о деньгах. Таким образом, вы не привлекаете деньги в свой дом, а наоборот их отталкиваете. И вы должны понимать о том, что когда вы ругаетесь, что когда вы скандалите, вы деньги берут в себя негативную энергию. И, к сожалению, это ни к чему хорошему не приносит. Для того, чтобы получать деньги, изобилие в своей жизни, нужно уметь отдавать.
И в меру своих возможностей давайте деньги на благотворительность, и тогда вернется к вам вдвойне. Обращаю ваше внимание, что в нашей вселенной, в жизни все есть всегда в балансе. Сколько вы отдали, сколько вы подарили, столько вам и возвращается. Считается, что если вы передаете средства в храм, например, на празднование Рождества, то человек, который совершил данное действие, будет вознагражден. И для привлечения финансового достатка в семью некоторые люди даже пользуются утренним кофе. Нужно насыпать в чашку немного корицы, которая приносит именно материальное благополучие и считается средством для привлечения богатства. Если вы не пьете по утрам кофе, а пьете чай, то тогда, когда вы будете пить чай, бросьте буквально грамулечку корицы. И, знаете, некоторые народные приметы гласят о том, что нельзя одалживать деньги в конкретные дни и даже в конкретные часы. Например, чтобы не навлечь на себя бедность, не нужно давать в долг деньги в темное время суток. Кроме того, не одалживайте никогда по понедельникам, вторникам и церковным праздникам, особенно церковным каким-то великим праздникам. Также не стоит хранить свои деньги в светлом месте. Почему? Так как считается, что им это не нравится. Поэтому всегда нужно прятать кошелек в темном месте. Например, если у вас есть сумка, то всегда возвращайте кошелек именно в сумку. И если у вас нет сумки, такое бывает, то в таком случае отправляйте кошелек, например, в шкаф, то есть в темное место. И помните о том, что никогда в жизни не давайте и не берите пустую тару. Если вы, например, взяли у соседа попользоваться ведро, кастрюлю, то обязательно при возвращении положите в нее конфетку или кусочек хлеба с солью. Говорят также, что нельзя свистеть в помещении, потому что именно свист отпугивает деньги из дома. На сдачу магазину никогда не берите порванные или грязные купюры. Поэтому всегда, когда вам дают сдачи, всегда не просто пересчитывайте деньги, потому что, чтобы вас не обманули, а также проверяйте, чтобы деньги не были грязные и не были порванные. Если вам такие попались, то есть вам хотят дать кассир на кассе, то не трогайте их даже руками, а попросите сразу же их заменить. И вы знаете, в народе от наших бабушек осталась такая поговорка, что деньги любят счет. И такое выражение имеет магический смысл. Почему? Потому что пересчитывать деньги всегда нужно, особенно если они находятся в вашем кошельке. Старайтесь хотя бы раз в день пересчитать деньги в кошельке, даже если у вас и буквально в кошельке пару банкнот и немножко есть копейки. А вот деньги на крупные растраты считаете только по пятницам, а вся наличность подлежит подсчету 2 раза в месяц. Запомните это простое правило.